Всем привет! В этом видео я расскажу, чем можно заняться в городе Мармарис. Перемещаться по городу удобнее всего на электротранспорте или велосипеде. Прокат есть на каждом углу, и о цене можно торговаться. Учтите, что на некотором электротранспорте нельзя ездить по велодорожкам. Велодорожек много, они оборудованы и ограждены, но маршрутное такси, или как его еще тут называют, долмуш, въезжающий перед велосипедистом, чтобы высадить пассажиров, это далеко не редкость. Кроме самого города Мармарис, обязательно стоит прокатиться по набережной до поселка Ичмелер. Набережная представляет собой ухоженную велосипедно-пешеходную улицу длиной около 12 километров. Прекрасные виды на бухту, магазины, рестораны и пляжи расположены практически по всей ее длине. Поселок Ичмелер имеет свой, отличный от Мармариса шарм. Здесь в море впадают несколько речек, и некоторые места в городе очень напоминают Венецию, чем не могли не воспользоваться рестораторы. В конце набережной есть дорога, по ней можно подняться на обзорную площадку, с которой открывается прекрасный вид на бухту в одну сторону и на открытое море в другую. Вечером Ичмелер становится еще красивее. Обязательно стоит зайти на улицу 66, чтобы увидеть битвы официантов. Рестораны на разных берегах реки устраивают настоящее шоу прямо на улице, завлекая посетителей. В городе Мармарис вечером стоит посмотреть шоу светомузыкального фонтана, которое начинается около 9 вечера и проходит на площади молодежи. Днем фонтан тоже неплохо выглядит, и кроме него на площади еще есть что посмотреть. Возле площади расположен большой крытый рынок или гранд-базар на более чем 4000 торговых точек. Здесь можно купить сувениры, одежду, обувь, керамику и турецкие сладости. В 10 минутах езды на велосипеде есть большой амфитеатр, который был построен около 5 века до нашей эры и может вместить более 30 тысяч человек. В 1970 году была проведена его реконструкция, и теперь здесь проводят концерты симфонической музыки. Еще одна жемчужина города Мармарис – крепость Мармарис-Колесси, попасть в которой можно по узким улочкам старого города, который существует с 11 века до нашей эры и в средневековье был известен под названием Фистос. В 15 веке султан Османской империи Сулейман Пышный, женой которого была та самая Роксолана, приказал построить здесь крепость и переименовал город в Мармарис. Если эта информация была вам интересна, ставьте лайк, мне будет очень приятно. В 80-х годах 20 века крепость реконструировали, и теперь здесь располагается музей на 7 залов, в котором можно посмотреть археологические находки времен античности. За крепостью расположена пристань Нецель, на которой есть большая яхтенная стоянка, ремонтные доки и паромный порт, из которого всего за 40 минут можно попасть на греческий остров Родос. Подробнее о том, что посмотреть на Родосе, смотрите в отдельном видео у меня на канале. Возле пристани Нецель проходит улица баров, которая днем выглядит достаточно спокойно, но с приходом ночи становится многолюдной, шумной и наполненной жизнью. С 11 вечера по городу курсируют автобусы, доставляющие желающих на улицу баров. Также у многих отелей есть трансфер и система предоплаты нескольких клубов для посещения в течение одной ночи. Желаю вам приятного отдыха. До встречи!